Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ревнует ли вас бывшая? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Ой, какой вы живчик, вы такой ревнивец. Мужчина огонь просто, страстный, сексуальный, но очень переборчивый, кстати. Вот есть у вас такая черта, вы будете, прежде чем что-то сделать, либо же принять важное решение, вы будете очень хорошо присматриваться, все взвешивать, насколько выгодно, все за и против. Такой очень скрупулезный у вас подход. Также может у вас присутствовать, особенно вот в последние годы, может быть, я так подозреваю, ну, повышенная то ли нервозность, то ли даже агрессивность какая-то, да? Давайте уточним, почему, кому. Ну, конечно же, это связано с разбитой любовью вашей, разрушенной любовью. Скорее всего, это проигрывается после вашего расставания с женщиной. Вы стали более реально, более, может быть, даже нервным, более таким вот придирчивым, да. Могут даже проигрываться, вот у некоторых это негативное отношение вообще ко всему женскому роду. Есть такие мужчины однозначно. Причем вот настолько сильно вы любили женщину свою, настолько сильно вы сейчас, ну, как бы не хотите про нее не видеть, не слышать ее, да. Я не хочу никакие такие слова нехорошее говорить. Очень аккуратно говорю о ваших эмоциях, да, чтобы никого не обидеть. Но такое состояние, что не хочу не видеть, не слышать. Достало, да, вот уйди как кошмарный сон, ничего не хочу. У вас, в принципе, сейчас вот такая жизнь началась больше стабильная. Вот раньше она у вас не была. Вот какой-то период вы были как на вулкане, вот после развода особенно. Эмоции бурлили, кипели, адреналин выделялся по полной мере, да, ну то есть зашкаливало ваше эмоциональное состояние. Сейчас вы подуспокоились, сейчас более такой период, ну штиль я его называю. Особо нервы трепать вам некому, что хотите, то и делаете, довольно комфортно. Вот единственное, я не вижу у вас сейчас новой женщины возле вас, да, с той вы расстались, конечно же. А новую пока я не вижу. Так, что еще у вас происходит коротко? Хочется любви, хочется... Вот смотрите, у вас такая ситуация, и хочу, и боюсь новой любви. Вот и хочется, и колется. Вы, в принципе, готовы любить, вы умеете вкладываться. Вы человек, который очень щедрый, вы, ну, не жалеете ради любимого человека ни времени, ни сил, ничего не жалеете. Вот вы последнее отдадите, ни денег вам не жалко, ничего не жалко. В пределах разумного, конечно, да. Вы также очень интуитивный человек, вы очень хорошо чувствуете людей. Вы чувствуете искренних и не очень искренних людей. Вы даже вот как-то нутром просто чувствуете, когда вам врут. Другое дело, что вы иногда занимаетесь самообманом. И так у вас было с вашей женщиной. Вот вы чувствовали, что что-то пошло не так. Вы чувствовали какой-то вот холодок в отношениях, да? Но вы занимались самообманом. Вот вы не хотели в это верить, то, что вы чувствовали, да, вот вы не всегда свою интуицию чувствуете. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла сегодня к нам на расклад. И я так подозреваю, что это, конечно же, бывшая, да, поскольку у нас расклада бывшие. Тоже, смотрите, обманщица и манипуляторша пришла. У нас выпали огненные, да, вот королева и король жезлов. То есть это говорит о том, что да, по темпераменту вы, в принципе, с ней можете быть одинаковой. Она может быть и хорошей любовницей, она очень активная. Это женщина, которая любит быть лидером. Она даже в отношениях любит быть лидером, все держать под контролем. Она, в принципе, нравится мужчинам. И она тоже такая падкая на мужчин, я вам скажу по секрету. Вот она падкая на мужчин.
Женщина, которая по жизни врет, как дышит. Она, она настолько профессионально врет, что она иногда сама верит в свое вранье. Любительница поучать. Вот она могла и раньше, когда вы с ней были, да, вот ты то не так делаешь, и это не так делаешь. И знаете, вот эти все моменты, которые так не любят все люди, когда тебя просто поучают, да, когда вот вроде бы большой мальчик уже, а тебя поучают. Тоже такой момент есть. Смотрите, она настолько вот тоже умело манипулирует по жизни людьми. Это не только вас касается, она вообще всеми манипулирует, и детьми, и там, я не знаю, подружки, если есть, даже родителями. Вот она как-то по жизни настолько профессионально людьми манипулирует, что даже не подкопаешься. Настолько вот тонко она это делает, что не всегда даже понятно, что вами вот сейчас манипулируют. Особенно люди, которые не очень в этом разбираются, вот в области манипуляций. Так, давайте-ка посмотрим, как же она все-таки к вам сейчас относится, да? Вот вы разошлись, и как же она к вам относится? Она готова к вам общаться. Чувствами здесь и не пахнет. Общаться она готова, да. Но опять же, это по каким-то вот либо же бытовым моментам, либо же по детям, да, вот имущество, ну то есть все что угодно. Она не против с вами общаться, но я не скажу, что она прям спит и видит, чтобы с вами там либо же сойтись, либо как-то наладить отношения. Нет, абсолютно. У нее таких даже мыслей нет. Она большая любительница денег, я вам скажу. А поскольку, вот, я не знаю, почему-то она вас рассматривает, вернее, не рассматривает, она вот считает, что вы даете ей, либо же давали вот недостаточно денег. Поэтому она вас на будущее, вот для того, чтобы сойтись, она вас почему-то не рассматривает. Я не знаю, может быть, вы не все свои доходы ей рассказывали, вот, ну почему? Напишите в комментариях, да, что вы думаете по этому поводу. Может быть, вы что-то ей не договаривали, да, вот все свои доходы не говорили, особенно последнее время. Но вот почему-то она решила, что у вас проблемы финансовые, либо же не очень много денег, а это ее не устраивает. Она большая любительница финансов, денег, материального всего, да, поэтому как примирение нет абсолютно. Это человек, которого вот кружите меня, кружите. У нее, кстати, есть мужчина. Это может быть даже связан с армией, с формой, с погонами человек. Но такой мужчина жестковатый, который ее застраивает. Застраивает хорошо. Ну, то есть он ее держит в ежовых рукавицах. Это не обязательно, что они живут вместе. Это могут быть просто отношения. Ну, такой, с характером дядька, который особо не покажет ни свои чувства, ни эмоции. Человек, который, ну, абсолютно как-то, знаете, вот в отношениях он держит бразды правления в своих руках. Вот он ее взял, знаете, вот в кулак просто взял ее и держит, вот полностью контролирует. Но она с ним не пикнет, это однозначно не пикнет. Так. Давайте посмотрим теперь, ревнует ли она вас. Но она считает, вот она почему-то считает, что у вас есть женщина, да. Она считает. Она, знаете, она подозревает скорее, что у вас есть женщина. Точно она этого не знает на 100%. Нет, это для нее такая тайна небольшая. Но ревность присутствует однозначно. Ей это очень не нравится, хотя, казалось бы, да, у самой мужчина есть, какая ей разница, кто у вас есть, либо же нету. Почему она вас ревнует? Странная дама какая-то. Смотрите, здесь чисто банально женская вот такая зловредность и ревность. Вот она считает однозначно, что у вас женщины есть, и, возможно, даже не одна. Почему-то она так решила. Но, опять же, это ее догадки.
она, знаете, вот она очень хочет, чтобы вы были одиноким. Вот просто женская такая зловредность, да, вот так не доставайся же ты никому из этой серии. Вот она не уверена, что у вас кто-то есть. Но ей так хочется, чтобы вот вам было плохо. Вот ей хочется, чтобы вы остались один, да, вот казалось бы, что уже у самой, да, вроде бы и мужчина есть, но уже угомониться как бы пора. Но вот она не может остановиться, вот не дает ей покоя. Вот даже, знаете, периодами, когда во время вот ссор каких-то конфликтов с этим ее мужчиной, вот ее накрывает ностальгия. Вот еще этот момент есть, у нее начинается ностальгия, она начинает вспоминать ваши отношения, причем периоды, когда все было, ну, более-менее нормально. И ее начинает накрывать, ее накрывает вот именно с новой силой. Ее накрывает до такой степени, что вот смотрите, человек, который, ну, полностью, абсолютно живет чисто по выгоде. Там, где больше денег, туда она идет. Она с тем мужчиной, который ее задаривает, да, вот подарками, который дает побольше денег. Вот сейчас у нее есть вот этот жесткий такой диктатор, да, он деньги дает, но она и с ним не будет, она от него уйдет. Поэтому вот как-то, знаете, вот у нее сейчас состояние, вроде бы и мужчина есть, но счастья нету. Вот я это состояние называю одиночество вдвоем. Она уйдет и от этого, она с ним не будет. Она пойдет опять на поиски нового денежного кошелька. Но вот ревность к вам однозначно ее давит, потому что вот она себя не чувствует счастливой. Есть такое выражение, что вот, ну, счастливые люди, они, ну, не интересуются бывшими. Но это 100%. Напишите, согласны вы со мной или нет. Если бы она была счастлива в новых отношениях с другим мужчиной, да ей было бы, ну, сугубо фиолетово, есть у вас кто-то или нет, да, вот если человек счастлив, да какая разница, с кем, бывший, бывшая, да. А здесь вот она и сама несчастлива в отношениях, и вам не желает счастья с другой женщиной. Поэтому вот эта женская зловредность, но она до добра ее не доведет. Человек будет в поисках, но я не вижу у нее счастья в дальнейшей жизни. Она так и будет вот скитаться, вот как я не знаю, как какой-то одинокий волк. От одного мужчины к другому, и там, где больше дают денежек, там она и прибьется к тому берегу. И в итоге человек просто будет по жизни так и жить, да, так и идти очень и очень одиноко. Ее, в принципе, можно только чисто по-человечески пожалеть. Ну, потому что желать зла другому просто так, просто из зловредности, ну, как-то это не по-людски. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!